В условиях неопределенности какие основные навыки необходимы руководителю? Два таких фундаментальных навыка, из которых уже все остальное там дальше простраивается. Первое – это как раз навык выдерживать неопределенность. Поясню немножко, что имею в виду. Мы устроены так психически, что мы стараемся уйти от неопределенности в стабильность. Если раньше это как-то помогало нам выживать, как человечеству, то сейчас это является фактором, который может очень губительно, и не только может, а влияет очень губительно на бизнес. Потому что если руководитель бессознательно начинает убегать от неопределенности и искать стабильность, он останавливает рост компании. Это выражается в каких-то ежедневных небольших решениях, да, в ежедневных выборах. То есть в любом выборе, в любом решении мы либо стремимся к развитию, либо стремимся к стабильности. Да? И развитие – это всегда неопределенность. Да? Тут движение вперед, что там будет, непонятно. Движение к стабильности – это всегда движение обратно, да? То есть такой регресс. И когда я говорю о выдерживании неопределенности, то это как раз работа, это анализ того, как принимает решение руководитель сейчас, эти решения про развитие или про стабильность. Причем иногда это может маскироваться под развитие, но если мы копнем чуть глубже, мы увидим, что на самом деле мотив – это стабильность. То есть делая что-то, думая, что я иду в развитие, а на самом деле борюсь за стабильность. Да. Вот. Поэтому, когда мы говорим о выдерживании неопределенности, это про то, как я делаю выбор, что мной мотивирует. И, соответственно, если руководитель видит, что вот здесь я защищаюсь, здесь я ухожу, регрессирую в стабильность и прочее, он уже может это менять и какие-то другие принимать решения. Это работа, знаете, вот дьявол в мелочах, да, то есть это часто не глобальные решения, часто мы меняем через ежедневные, кажется, вот мелкие решения. И таким образом меняется в целом и внутренняя реакция руководителя, и, конечно, это отображается на бизнесе, на организации. Это первый такой уровень работы. Второй уровень работы – это не только не убегать от неопределенности, а научиться извлекать энергию из хаоса. Это то, о чем Талиб пишет, он это называет антихрупкостью. Это возможность системы не только выживать в хаосе, а извлекать оттуда энергию. Физики пишут, в частности, там Илья Пригожин, он пишет о диссипативных системах и так далее. По-разному разные ученые из разных сфер это называют, но суть одна и та же. Это свойство не стрессовать в неопределенности, а извлекать оттуда энергию. Да? То есть становиться сильнее за счет хаоса, за счет неопределенности. Это такая задача со звездочкой для руководителей. Но я очень хорошо это вижу в своей работе, что те руководители, которые умеют это делать, их компании в кризисы растут скачкообразно. Это вот, да, рецепт того, как в кризис, да, мы всегда видим, сколько кризисов проходили, проживали, и всегда мы видим, да, что есть компании, которые получают очень сильный скачкообразный рост. За счет чего? За счет как раз руководителя, собственника, у которого прокачан этот навык антихрупкости, возможности извлекать энергию из неопределенности, из хаоса. Каким образом это прокачивается внутренне, да, что ли? Первое – это простраивание внутри понятных опор. Мы, опять же, это нормально, мы привыкли опираться на внешнее. И очень важно понимать ваши внутренние опоры и личные, и вашей компании, если вы руководитель. Я поделюсь своей историей, когда в 2020 году только начиналась пандемия, вся эта история. Я сначала так скептически к этому относилась, думаю, проходили уже все эти там куриные гриппы и прочее. Но потом, когда начали все закрывать, в какой-то момент я ощутила тоже панику. То есть я реально,
кажется, все, завтра все может обнулиться, продаж не будет, недвижимость там рухнет, все какие-то денежные активы, все уйдет. И я в этот момент поняла, что мне нужно поработать с этим, да, это моя ответственность и перед собой, перед командой, перед клиентами, потому что действительно все начнет расшатываться. И я села и представила себе самое страшное. Ну вот все обнулилось, не знаю, вот прямо вот все. Что остается? И я поняла, что у меня остается две вещи. Это мои навыки и это мои интересы. Какие навыки у меня есть? У меня есть навык работы с людьми, психологически у меня есть навык создания бизнесов. Даже если все обнулится, завтра мы вернемся, не знаю, к там, земледельческой какой-то истории, то понятно, что психологическая работа никому не будет интересна, но здесь меня может выручить мой навык предпринимателя. Да? Я знаю, что даже если я буду садить и копать картошку, через какое-то время я смогу ее продавать, а еще через какое-то время я смогу организовать людей, чтобы они продавали картошку. И, соответственно, по чуть-чуть я начну возвращаться в какой-то нормальный ритм жизни. Но этого недостаточно, ведь можно так и в депрессию свалиться, да, потому что мы привыкли к какому-то уровню жизни и так далее, ну вот как это. И вот здесь важно интерес. То есть в жизни должно быть что-то, что интересно. И я подумала о том, что бы ни случилось, я могу заниматься тем, что мне интересно. Читать книги, которые мне интересны, рассказывать об этом людям, да, вот то, что мне нравится делать. Да, я буду это делать бесплатно, но это будет давать мне интерес, а где интерес, там энергия. Да, то есть это будет давать мне мотивацию. И ровно в этот момент я успокоилась, и, в общем-то, пандемия продолжалась, но дела мои и компании пошли хорошо, мы выросли в 2 или в 3 раза, по-моему, в пандемию, вот за первую половину 2020 года. И я это к чему? К тому, что к вопросу о навыке выдерживать неопределенность, это вопрос понимания своей опоры, вашей личной. Да, то есть не просто вот мои навыки, моя опора. Нет, какой именно навык? Навык и интерес. И понимание опоры вашего бизнеса. Кто вы по сути? Вот если завтра, не знаю, у вас нет производства, забрали завод, пропало что-то еще, ваша суть. Что остается? Что является вот этим несгораемым ресурсом, из которого потом все можно заново восстановить? У каждой компании это есть. Иногда это не просто сразу обнаружить, в частности, вот бизнес-психоаналитики с этим работают. Но есть всегда какая-то вот основа, какая-то суть. И это есть опора. Понимая это, осознавая это, более четко, ясно формулируя это, оно становится внутри таким вот твердым, это то, что остается незыблемым при внешней нестабильности, то, на что можно опереться. Следующий важный навык – это возможность отпускать старое, возможность терять. Это тоже такая отдельная работа внутренняя по прокачиванию этого навыка. У меня есть видео на канале, можно посмотреть.